В общем, сразу, чтобы ты понимал, если этот микрофон звучит хотя бы так же, как звучит микрофон К669, я оставлю его себе. Это я вырежу. Обязательно это надо вырезать. Ох, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Дебил. И всем доброго времени суток, дамы и господа, с вами Ночь, и сегодня у нас будет обзор вот этого чудесного микрофона, который называется Fifine A8 Plus. Даже паузы как будто бы не было. Так о чем это я? В общем-то, господа Fifine просто красавчики и молодцы. Они отправили мне еще один микрофон, который стоит 5600. И это офигенно. Вы наверняка, кстати, знаете о таком микрофоне, как HyperX Quadcast S. Возможно, он так называется. Так вот, данный микрофон является убийцей этого микрофона, потому что у него есть все те же самые функции. У него такая же подсветка, у него такой же паук, у него есть поп-фильтр, у него есть всякие переключатели, всякие режимчики, проводочки, тяжеленная подставка. Сейчас аккуратненько его поставить надо на место. Но основная разница в том, что данный микрофон стоит 5600 рублей, а Quadcast S стоит 12 тысяч рублей. Стоит ли переплачивать? Или, может быть, даже этот микрофон не стоит покупать, а стоит купить, например, вот этот микрофон К669? Давайте в этом всем разбираться. Итак, начать мне хотелось бы с микрофона от HyperX, который называется Quadcast. Это знаменитый, я бы сказал, даже распиаренный микрофон, который имеет две своих версии. Quadcast и Quadcast S. Данный микрофон от Фифенев тоже имеет две версии. A8 и A8+. Сейчас у нас здесь находится на столе старшая модель, то есть A8+. И по факту микрофон Fifine A8 это есть копия микрофона Quadcast от HyperX. За одной небольшой разницей. Микрофон от Fifine стоит, опять же, как я сказал, 5600 рублей. Микрофон от HyperX стоит 12 тысяч рублей, но функционал у них абсолютно тот же. Поп-фильтр и там, и там. Выключение микрофона легким нажатием по его головке. Oh my. И там присутствует. Регулируемая подсветка. Да. Паук. Да. Возможность снятия установки на какой-нибудь пантограф. Да. Ну и кроме того, и тот соединяются кабелем USB Type-C. И самое главное, чуть было не забыл, здесь же есть 4 режима. Да, то есть это у нас 8, стерео, кардиоида и вокруг. Короче, когда микрофон ловит звук по всей своей поверхности, по всем режимам мы, если что, пройдемся. Это моя методичка, с которой я буду вести данный обзор, потому что у этого микрофона просто охренеть как много функций, я просто не успеваю все это рассказать и разобрать. Поэтому мне придется пользоваться методичкой, которая, кстати говоря, идет в комплекте с данным микрофоном. И давайте разберем, раз уж я начал, комплектацию микрофона A8+. В комплекте с микрофоном A8+, у нас идет коробка, помятая, но это не столь критично. Куски поролона, как и всегда, как и везде. Собственно говоря, сам микрофон с поп-фильтром, проводок, который тоже есть в комплекте, брошюрка, кстати, если я о ней вдруг не забыл, переходничок для пантографа, опять же, и по большей степени это все. Ах да, там еще идет мануал, который я предварительно вынул, но вот он, кстати. Огромная инструкция, потому что с этим микрофоном нельзя работать без инструкции. Среди всех микрофонов Fifine, которые у меня были, то есть 669, A6V, Ampligame, да, данный микрофон самый крутой, и я дольше всего парился с его настройкой, потому что у него уйма возможностей и плюшек. Именно поэтому я хочу оставить его себе. Я еще покажу, как он выглядит, если его отсюда вынуть. Он выглядит реально стильно, современно и круто. Если вот сравнивать его с обычным 669, ну вот, да, он выглядит маленьким и немножко устарелым. Кроме того, у 669 всего один капсуль, который принимает звук. У микрофона A8+, целых три, мать его, капсуля, которые воспринимают звук. Собственно говоря, благодаря этим капсулам
Микрофон A8 Plus и является таким крутым. Если что, у микрофона Quadcast S тоже имеются 3 капсулы, как и здесь. Зачем нужны эти 3 капсулы? Ну давайте сразу пойдем по преимуществам микрофона A8. У него есть 4 режима, как я уже сказал. Кардиоида, то есть когда вы вот так вот ставите микрофон и вещаете прямо в него. У микрофона есть режим 8, то есть когда вы немножечко вот так его поставили его между двумя людьми, один вещает вот сюда, второй вещает оттуда, и звук записывается хорошо на данном микрофоне. Но режим, если честно, стрёмный, тупой, и им наверняка никто пользоваться не будет, потому что намного практичнее все-таки взять, например, 2 отдельных микрофона, если вы делаете какой-то подкаст. Так что режим 8 стрёмный. Следующий режим у нас стерео. Стерео тоже прикольный режим, то есть у вас звук пишется сразу в 2 дорожки. Если вы немножечко отклонились вправо от микрофона, влево от микрофона, звук идет либо с этой стороны, либо с другой стороны, соответственно. То есть все это еще будем тестировать, но сначала еще скажу про все направленный режим. То есть когда вы с любой стороны говорите в микрофон, и он одинаково воспринимает этот звук, с какой бы стороны вы опять же не говорили. Так, ну все, давайте перейдем к подсветке. Если вы смотрели мое видео, где я сравнивал микрофон K669 и микрофон A6V, вы знаете, что для меня наличие нерегулируемой подсветки — это определенно точно минус для микрофона. Но у этого красавчика подсветка регулируемая. То есть как это делается? Мне опять же нужен мой мануал, потому что я не знаю, это все сложно. Смотрите, в общем-то, что здесь есть у данного микрофона. Как регулируется подсветка? Я хочу немножечко его... Да, я думаю, совсем сильно его расхреначу. Если что, поп-фильтр, он отсоединяется легким движением руки, просто небольшое усилие, и поп-фильтр отхреначен. Вот так выглядит наш микрофон без всякой показухи. Выглядит, если что, стилево, очень круто, и я бы его пихнул на пантограф и реально пользовался им. Вот так, если пихнуть на пантограф, я бы им пользовался. Почему я бы им пользовался? Потому что, смотрите, по кнопкам что у него имеется? Сверху у нас есть кнопка вкл-выкл. Если горит красненьким, значит микрофон выключен. Нажимаем, горит зелененьким, микрофон включен, значит идет запись соответственно. Здесь у нас имеются переключатели. Если у нас кружочек здесь стоит, значит у нас все направленные поглощение звука. Если у нас значок, не знаю, кружочек без 1/4, это значит у нас кардиоидный прием, то есть вот напрямую звук впитывается. 8, это значит 8, то есть спереди и сзади микрофон поглощает звук. И 2 склеенных кружочка, это значит, что идет звук стерео. Стерео, то есть опять же пишется 2 дорожки, на правое ухо, на левое ухо. Снизу микрофона что у нас имеется? Снизу тоже очень интересно, есть одна большая такая кнопочка с изображением солнышко. Если мы легонечко нажимаем на нее, мы видим, что меняется подсветка микрофона. Есть, соответственно, несколько режимов подсветки микрофона. Есть вот такая, где у нас просто меняются цвета. Есть статичные цвета. Вот, например, сейчас фиолетовый, синий какой-то цвет, бирюзовый, что ли, или вот это бирюзовый, зелененький, желтенький, красненький и фиолетовый. Ряд статичных цветов и 2 варианта перелива. Вот такой, где у нас градиентом микрофон переливается, и вариант, где у нас просто меняются цвета. Вот сейчас, например, у нас красный, потом у нас фиолетовый. Сами выберите, как вам удобно. Но самое крутое, что здесь есть, что мне нравится, если я его оставлю, я буду, скорее всего, использовать, вы можете зажать кнопочку подсветки, подсветка выключается. Видим, что здесь красненькое, то есть микрофон не пишет, нажимаем еще раз, зелененькое горит. Микрофон без подсветки остается, но при этом он записывает звук. Это очень классно для тех людей, кому действительно мешает подсветка микрофона и кто любит вот этот строгий стиль. Поэтому для меня режим без подсветки, его наличие, это огромный плюс для данного микрофона. Кроме того, паук, как я уже говорил или не говорил, не помню, находится на пауке, то есть на такой штуке, которая гасит вибрации. Так вот, что еще есть у этого микрофона? Есть 2 переключателя. Один верхний у нас регулирует громкость самого микрофона, как сильно он поглощает звук. И нижний переключатель у нас регулирует звук, который выходит к вам на наушники. Потому что снизу у нас здесь имеется 2 порта, один порт Type-C, как я сказал, и один порт для наушников. То есть вы напрямую можете прямо из микрофона получать в свои уши звук. Кому-то это нравится, для кого-то это удобно, так что можете пользоваться. Ох, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Дебил.
Ну и давайте, наверное, переходить уже ближе к тесту микрофона, да? Посмотрим на все его режимы, на что вообще этот красавчик способен. Итак, дамы и господа, микрофон Fifine A8+. Мне самому катастрофически интересно, как пишется звук. Вот сейчас вы слышите звук без обработки, который идет на микрофон Fifine A8+. Без обработки. В режиме кардиоида, то есть прямо в него я сейчас смотрю. А давайте попробуем прямо на ходу изменить режим на 8. Эх, все. Как будто бы звук пишется 8. Попробую немножечко повертеть микрофон вот таким образом. Как идет звук? Громче, тише? Не понимаю. Сзади как идет звук? Сзади, сбоку, спереди. Наверное, звук как-то менялся. Это я вырежу. Обязательно это надо вырезать. Что это? Подожди. Стерео? А он прям стерео мне пишет? Прям реально стерео? Ну-ка, мне интересно. Например, вот с этой стороны я поговорю. Ты мне пишешь с одной стороны громче, чем с другой, да? Если с этой стороны я буду говорить, соответственно, наоборот. Правильно? Да. Советую, кстати, тебе слушать этот микрофон через наушники, потому что, в противном случае ты не особо сильно поймешь реальную разницу. Сейчас я, наверное, чуть-чуть где-то программно исправил звук, чтобы тебе было комфортнее слушать. И давай посмотрим на поглощение с всей среды, круговой режим, где он примерно одинаково должен со всех сторон слышать звук меня, с какой бы стороны я в него не говорил. На практике этот режим использовать я не советую, потому что вы будете просто шумы лишние ловить. Лучше всего использовать, конечно же, кардиоиду, как я сейчас сделал. Но вот этот круговой режим, он, в принципе, может быть использован. Теперь очень интересно было бы сравнить данный микрофон с микрофоном K669. Лично мне было бы интересно, и давайте, пожалуй, это сделаем. Так, ну что, теперь, значит, звук, который идет у нас на микрофон K669, стандартный, дефолтный фифайновский микрофон. Кстати, да, я хочу сказать, что здесь неприятная комната, опять же, здесь есть эхо, и ничего святого в этом нет. Но звук сейчас, который идет, вы слышите, и можете, в принципе, его сравнить с тем звуком, который шел вот с этого микрофона, и было бы хорошо, если бы здесь не было эхо, но оно здесь есть. Ну и что хотелось бы сказать по итогу. На самом деле микрофон A8 Plus выглядит очень круто и точно будет более выгодным приобретением, чем тот же Quadcast S. Потому что по факту и то USB микрофон, функции у них одни и те же, звук у USB микрофонов плюс-минус одинаковый. Но цена, конечно, колоссально у них отличается. Вопрос в том, стоит ли покупать данный микрофон, если вам, например, достаточно было бы купить 669. Вопрос хороший. Или же вам было бы достаточно купить A6V. Стоит об этом задуматься. Мне кажется, что данный микрофон прекрасно бы вписался какому-нибудь, не знаю, стримеру, блогеру. Боже упаси, конечно, но как есть. Обычному обывателю, которому не нужны вот эти функции именно квада. Функции 4 режимов, они, по факту никому не нужны, только если вы не записываете какое-либо окружение вокруг себя, да, только если вы не ведете подкасты с человеком вот так друг напротив друга находясь. Но опять же, если вы ведете подкасты, лучше купить 2 отдельных микрофона по факту. Зато здесь идет улыбочка. Но микрофон крутой. Я еще на постобработке посмотрю, у какого из них круче звук. И напишу вам прямо сейчас, оставлю я себе этот микрофон или нет. Скорее всего, оставлю. Но надо будет тогда докупить пантограф. Пантограф надо будет докупить. Ну, то есть стойку микрофонную. А в целом микрофон очень крутой. У него есть вот эти крепления и выход на наушники. И вообще он намного стилевей выглядит, чем микрофон вот этот вот. Мой пыльный, старенький 669. Всем добра, еще увидимся, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. С тобой был товарищ Ночь, и я, как говорится, не прощаюсь. Наверное, хрень какая-то вышла, да?